Где-то под горой Кайлас прямо сейчас сидят люди. Они не дышат. Их сердца не бьются. Их организмы не разлагаются. По разным оценкам, сотни. Может быть, тысячи. Они сидят в позе лотоса в каменных пещерах. Уже тысячи лет. И самое удивительное, это не легенда тибетских лам. Это то, что один из них вышел оттуда. В Бурятии. В 1927 году. И его тело можно увидеть прямо сейчас. В России. Любой может приехать. Но обо всем по порядку. Шамбала. Слово, которое западный мир услышал в начале 20 века от русского художника Николая Рериха. Он провел в Гималаях 5 лет. Прошел маршрутами, по которым до него не ходил ни один европеец. Вернулся и написал то, что научное сообщество не хотело принимать до сих пор. Что под горой Кайлас существует подземное пространство. Что там живут существа, которых тибетцы называют по-разному. Махатмы. Бодхисаттвы. Учителя. И что это не духи? Это люди. Реальные. Из плоти. Только в особом состоянии. Состояние, которое ламы называют самати. Тело входит в анабиоз настолько глубокий, что с биологической точки зрения человек мертв. Но он не умирает. Он ждет. Иногда десятилетиями. Иногда тысячелетиями. И когда наступает срок, открывает глаза. Запад 20 века назвал это сказкой. А потом появился документ, который сказкой быть не мог. Сначала про саму гору. Потому что Кайлас – это аномалия, признанная даже скептиками. Высота 6638 метров. Идеально правильная пирамидальная форма. 4 грани, ориентированные строго по сторонам света. Ни один альпинист в истории не поднялся на ее вершину. Это единственная крупная гора планеты, которая не покорена. Те, кто пытался, поворачивали назад. Некоторые рассказывали странное. Что время на склоне идет быстрее. Что за несколько часов отрастает борода и ногти. Российская экспедиция Эрнста Молдашева в 2002 году зафиксировала это документально. Участники постарели на физиологическом уровне за дни, проведенные у горы. Это спорные данные. Их критикуют. Но факт остается. К Кайласу не подпускают. Гора сама не пускает. И тибетские ламы тысячи лет говорят одно и то же. Внутри нее пещеры. А в пещерах те, кто ждет. Состояние самати в буддийской традиции описано подробно. Это высшая ступень медитации. Тело замедляется до полной остановки. Сердце не бьется. Легкие не дышат. Мозг не показывает активности. С точки зрения западной медицины, клиническая смерть. Необратимая. Но тело при этом не разлагается. Кожа остается эластичной. Температура держится на уровне нескольких градусов выше окружающей среды. Ламы говорят, что в этом состоянии человек может находиться неограниченное время. И в любой момент вернуться. До недавнего времени Запад это считал мифом. 1981 год. Медицинская школа Гарварда. Профессор Герберт Бенсон отправляется в Гималаи. Цель – развенчать миф. Доказать, что монахи блефуют.
возвращается с публикацией в журнале Nature, после которой его коллеги долго не разговаривают. Монахи в медитации Тумма повышают температуру тела силой мысли на 8 градусов. Замедляют метаболизм на 64%. При таких показателях обычный человек уже мертв. Они в сознании. Висконсинский университет в США. Профессор Ричард Дэвидсон сканирует мозг тибетских лам и находит уровни гамма-активности, которых нет ни у одного обычного человека планеты. Что-то в их мозгу работает по другим законам. И все это только начальные ступени. Самати – это 10-я ступень. Та, до которой почти никто не доходит. Почти. Бурятия. Россия. Начало 20 века. Глава буддистов Российской империи Даши Даржо Итигелов. Реальный человек. Государственные документы. Награды от Николая II. Он не жил в горах. Он не прятался в пещерах. Он был чиновником высокого ранга. Но он знал то, чему его учили в тибетских монастырях. Учили долго. Десятилетиями. 1927 год. Итигелов собирает учеников. Произносит фразу, которую запишут слово в слово. «Через 75 лет посмотрите на меня». Садится в позу лотоса. Закрывает глаза. Через несколько часов сердце останавливается. Тело кладут в кедровый ящик. Закапывают в обычной бурятской земле. 75 лет ничего не происходит. Все, кто был на тех похоронах, умирают от старости. 10 сентября 2002 года. Внуки учеников вспоминают про завещание. Вскрывают могилу. Внутри сидящий человек. В той же позе. С тем же лицом, что на фотографиях. Вызывают экспертизу. Не местную, федеральную. Главный антрополог России Виктор Звягин. Тот самый человек, который опознавал останки царской семьи. Скептик, верящий только в скальпель. Берет образцы. Получает результаты. И замолкает на долгие месяцы. Белковые молекулы в тканях не разрушены. Структура мышц соответствует живому человеку. Кожа эластичная. Суставы подвижны. После 75 лет в сырой земле. Звягин дает одно интервью за всю жизнь. На прямой вопрос, жив ли он, отвечает так. Биологически – нет. Но я не знаю, как это назвать иначе. И больше не комментирует никогда. И вот тут две истории сходятся в одну. Потому что Итигелов вышел оттуда. Из той традиции, которая идет от Кайласа. Его учителя были тибетскими ламами. Линия передачи знания тянется к монастырям, расположенным в окрестностях священной горы. И в этой линии говорят прямо. Итигелов не уникален. Он единственный, кого положили в обычную землю на виду у всех. Чтобы Запад увидел и не смог отрицать. Остальные сидят там, где сидели всегда. В пещерах под Кайласом. Тибетские ламы говорят о сотнях тел. По некоторым источникам – тысячах. Что среди них есть те, кому несколько сотен лет. Есть те, кому тысячи. И есть те, кто старше любых письменных источников человечества. Они ждут конкретного срока, конкретного события. И когда оно наступит, они откроют глаза. В 2015 году Висконсинский университет официально, при поддержке Далай-ламы, начинает программу исследований.
Цель – изучить состояние Тугдаам. То самое самати. Ученые едут в монастыри с приборами. Подключают датчики к телам, признанным мертвыми. И не понимают, что они фиксируют. Признаков жизни нет. Признаков смерти тоже. Ричард Дэвидсон, нобелевского уровня ученый, говорит фразу, после которой его перестают приглашать на телевидение. У нас нет научного определения для того, что мы видим. Программа идет до сих пор. Результаты публикуются крайне дозированно. Что именно скрывают, неизвестно. Российский офтальмолог Эрнст Мулдашев. Скептики иронизировали, сторонники поддерживали. В 90-х и 2000-х он совершил несколько экспедиций к Каэласу. Вернулся с историями, которые в академической среде подняли бурные дебаты. Что у подножия горы есть барьер. Невидимый. Что при попытке его пересечь немеет рука. Перестают видеть глаза. Что местные жители видят существ, выходящих из пещер по ночам. Существ ростом до 10 метров. Что в одной из пещер ему показали тело. Человека ростом несколько метров. В позе лотоса. С кожей, похожей на воск. Никаких фотографий не привез. Никаких образцов. Сказал только: запрещено. 20 лет его называли шарлатаном. Но потом случилось странное. В 2015-м Висконсин начинает исследовать ровно то, о чем говорил Мулдашев. Тех, кто не разлагается после смерти. В буддийских монастырях. На территории, куда раньше ученых не пускали. Совпадение. И возникает вопрос, от которого холодно по-настоящему. Если Мулдашев якобы случайно угадал то, что подтвердили ведущие университеты мира через 20 лет, насколько же реальным было остальное? Про барьер. Про охранников. Про существ. Про сотни тел в пещерах под Кайласом, которые ждут срока. Теперь сложите все вместе. Один человек в Бурятии – медицинский факт. Подпись государственного эксперта. Тело можно увидеть. Десятки тел в монастырях Тибета – официальное исследование Висконсинского университета. Идет с 2015 года. Сотни и тысячи в пещерах Каэласа. Слова лам. Дневники Рейриха. И свидетельство одного офтальмолога – это не легенда. Это система. Что-то, чему обучали тысячи лет. Что-то, что работает. Тело Итигелова сейчас находится в Иволгинском Дацане. Бурятия. Россия. Любой может приехать и увидеть. Сидящий человек. В позе лотоса. С 1927 года. Сотрудники Дацана говорят странные вещи. Что у него меняется температура. Что меняется выражение лица. Что растут волосы и ногти. Это записано. Это документы. И теперь подумайте. Если у мертвого человека растут волосы и меняется лицо, насколько он мертв? И если в Бурятии один такой, сколько их в горах, которых никто не видел? Тибетские тексты говорят четко. Они проснутся, когда мир подойдет к точке, после которой возврата нет. Когда человечество окажется на грани, за которой конец. Тогда те, кто сидит в пещерах под Каэласом, откроют глаза. И выйдут наверх.
чтобы передать знания тем, кто останется. Чтобы запустить новый цикл. Это записано в текстах, которым 1000 лет. Звягин в Москве сказал, биологически он не жив, но я не знаю, как это назвать. Дэвидсон в Висконсине сказал, у нас нет определения для того, что мы видим. Рерих писал в дневниках, они придут, когда будет нужно. Молдашев говорил, мне показали и запретили рассказывать. Айтигелов в Бурятии сидит в позе лотоса почти 100 лет. И, по словам тех, кто рядом с ним каждый день, иногда улыбается. Вопрос только один. Если они действительно ждут сигнала, насколько мы близко к тому моменту, когда они его получат? И что произойдет с миром в день, когда сотни тел под Каэлосом одновременно откроют глаза?